Всем привет, дорогие друзья! У меня на канале уже есть огромное количество рецептов лепешек хачапури. И сегодня я покажу, как приготовить еще одни простые и очень вкусные лепешки на тонком тесте на кефире, без дрожжей. А внутри, конечно, много сыра, много начинки. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто не хочет возиться с дрожжевым тестом и хочет приготовить что-то быстрое и вкусное на сковороде, без духовки. Такие лепешки вы с легкостью приготовите даже к завтраку. И они нравятся всем. Для приготовления теста мне понадобится большую часть муки просеиваю в миску. Немного муки оставлю, буду ее потом добавлять постепенно. Муки всегда может уйти разное количество, в зависимости от того, какая у вас мука, какой кефир. Добавляю в муку соль и разрыхлитель для теста. Хорошо перемешиваю. Рецепт теста здесь очень простой, фактически всего лишь 4 ингредиента: мука, кефир, соль и разрыхлитель. Вливаю теплый кефир. Кефир я специально даже немного подогрела. И начинаю замешивать тесто. Сначала лопаткой, а затем продолжу замешивание руками. Сейчас у меня получилось вот такое достаточно липкое тесто, поэтому я добавляю всю оставшуюся муку и домешиваю тесто. В итоге должно получиться вот такое очень нежное, мягкое тесто, не забитое мукой. Если я сейчас его еще помешу, оно снова начнет прилипать к рукам. Не забивайте его слишком сильно мукой. Тогда выпечка из него получится очень нежная, мягкая и воздушная. Сейчас надо дать тесту время отдохнуть. Немного подпыляю мукой и накрываю пленкой. Оставляю таким образом тесто прямо на столе минут на 20. Для приготовления начинки мне понадобится У меня нет возможности купить сыр сулугуни, поэтому я его заменяю вот таким твердым сыром моцарелла. Натру его на крупной терке. Также в мою начинку я добавляю творог. У меня творог домашний. Как сделать его дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. В зависимости от того, какой вы используете сыр, по вкусу добавляйте соль. И также я добавляю немного орегано. Это по желанию, примерно 1 чайную ложку. Хорошо все вымешиваю. Получилась вот такая однородная начинка. Теперь я ее разделю на 5 равных частей и скатаю такие шарики. Так удобнее потом будет формировать хачапури. Каждый шарик у меня получится примерно по 130 граммов. Точно так же на 5 частей делю и тесто. Каждый кусочек у меня получится примерно по 145 граммов. Все кусочки подкатываю в шар. Дополнительно пользуюсь мукой, так как тесто липкое. Обратите внимание, у меня кусочки теста и начинка. Шарики получаются примерно одинакового размера, даже тесто чуть меньше. Закрываю кусочки теста пленкой и оставлю пока постоять минут на 5. Готовить лепешки будем на сухой сковороде с хорошим покрытием. Сегодня я использую вот такой электрический гриль. Для меня это очень удобно. Включила его разогреваться. Формую лепешки. Стол подпыляю мукой. Кусочек теста выкладываю нижней стороной вверх. Также слегка подпыляю мукой и раскатываю скалкой. Я стараюсь раскатывать так, чтобы в центре теста было чуть толще, чем по краям. Выкладываю начинку и защипываю все вот таким мешочком. Подбираю тесто со всех сторон. Хорошо соединяю тесто. Переворачиваю
И начинаю аккуратно руками разминать лепешку, растягивать ее. Стараемся, чтобы начинка внутри распределилась равномерно. И теперь раскатываю скалкой. Если образовались вот такие достаточно большие пузыри воздуха, можно их проколоть зубочисткой и воздух выпустить. Я лепешки раскатываю достаточно тонко. Толщина получается примерно полсантиметра. Диаметр моей лепешки 20 сантиметров. Первую лепешку отправляю обжариваться на сковородку. Излишки муки обязательно стряхиваю. Как видите, я ее раскатала очень тонко. Тесто все просвечивается. Выкладываю швом вниз. И теперь обжариваю на среднем огне примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Периодически лепешку я переворачиваю, чтобы она равномерно подрумянивалась со всех сторон. Сразу же формирую следующую. Мне очень удобно обжаривать сразу по 2 лепешки. Посмотрите, как лепешка начинает надуваться. Выглядит это просто великолепно. Какие красавицы получаются. Готовые лепешки снимаю на тарелку. И сверху очень хорошо смазываю кусочком сливочного масла. Лепешки такие воздушные, пышные, внутри много сыра. И таким образом пеку все лепешки. Пеку последнюю лепешку. Все лепешки испеклись. Они получились просто невероятно красивые. Такие ароматные. Внутри бурлит сыр. Ну как же это вкусно. Конечно, сразу горячие подаем к столу. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если вам понравилось видео, не забудьте поделиться им с друзьями и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!